Добрый вечер, друзья! Вы на канале MGC. Меня зовут Андрей. А меня Паша, и сегодня мы проводим очередную кату, но на этот раз инженерную архитектурную. А кто не видел нашу предыдущую кату, мы добавим ссылочку в описании. В архитектурной кате мы столкнулись с огромной сложностью по нехватке времени, потому что сбор требований оказалась очень тяжелая задача. В этот раз мы убрали эту часть, оставили уже готовые требования, приготовили их заранее, и нашим командам нужно всего лишь решить наши заранее заготовленные задачи. Но это не значит, что будет менее интересно, а возможно даже более интересно. Давай, наверное, представим уже команды. Хочу сказать, что у нас довольно много локаций представлено, и мы так старались подобрать команды, чтобы уровень был приблизительно одинаковый. Поэтому все в равных условиях. Итак, первая команда Zero Latency. Ребята, помахайте руками нашим зрителям. Видим вас, да, спасибо. А вторая команда — это And Potatoes Cookers. Ребята, помашите. Да, видим, привет. Привет. Третья команда Томата. Видим вас, да, привет. И последняя команда — это Procrastination as a Service. Видим, да, привет. А теперь познакомимся с нашим жюри, в состав которого входят действующие архитекторы, а также специальные гости, которые будут внимательно следить за катой и в конце вынесут свой вердикт. Итак, первый судья Сергей Карпенко. Он уже опытный судья, судил у нас архитектурную кату, 9 лет в разработке и, да, уже опытный. Второй судья Игорь Блинов, автор ряда книг по Java и автор курсов по Java. Я думаю, многие из вас его знают, возможно, даже кого-то из вас он учил на курсах. Сойер, YouTube-блогер, автор канала о программировании и архитектуре. И четвертый судья Алексей Картынник, более известен как IT-борода, инженер, блогер. Обязательно подписывайтесь на каналы наших судей, если вы этого еще не сделали, ссылочки будут в описании. Теперь, когда все представлены, давай озвучим правила каты и расписание. Как же это будет проходить? Первое. 1 час на подготовку решения. Все требования уже готовы, сессии вопросов не будет. Второе. Презентация решения по 10 минут для каждой команды. И во время презентации мы надеемся на вашу честность, что вы не будете подглядывать в стрим и не будете править свои решения после того, как время уже закончилось. А также будет розыгрыш среди зрителей. В конце стрима мы выберем лучшее решение среди зрителей. И лучшее решение по версии зрителей получит вот такую майку, такую же, как и на нас. Так что внимательно следите за стримом и пишите нам в комментарии ваши решения. Ну а дальше подведение итогов, судейство и награды. Андрей, кажется, мы ничего не забыли. Единственное, что просто такая небольшая перекличка, кто сейчас на стриме присутствует. Напишите, пожалуйста, кем вы сейчас работаете. Может быть, там программисты, QA, чтобы мы видели, кто вообще сейчас на стриме присутствует. А пока самое время, наверное, представить задание. Можно нам показать презентацию задания? Кто смотрел нашу архитектурную кату, сейчас вы увидите, что это немножко отличается. Давайте посмотрим. Команды мы уже представили. Идем дальше. Судьи представили. Идем дальше. Так, задание. Смотрите контекст. У нас есть молодой стартап CrowdShoes. Это такая компания, которая придумала запустить бренд кроссовок для продажи по всему миру. И в рамках первого этапа компания сделала лендинг-страницу, чтобы люди сами принимали участие в формировании того, как будут кроссовки выглядеть. Они сделали такую 3D-модельку, на которой люди могут выбирать подъем, цвета, подошвы, вот это вот все. И в благодарность пообещали разыграть 1000 пар среди тех, чьи варианты окажутся ближе всего к финальной версии продукта. Так получилось, что вот эта вот лендинг-страничка стала вирусной и получила прям огромное количество участников со всего мира. То есть около 1 миллиона человек приняло участие в формировании внешнего вида кроссовок. Идем дальше. Из-за того вот этого вот вирусного эффекта компания поняла, что нет смысла останавливаться, нужно использовать возможности по максимуму. Поэтому они приняли решение запустить кампанию для формирования уже второй модели. А для первой модели
нам нужно как-то разыграть 1000 купонов, потому что нужно решить, кому все-таки подарить вот эти вот 1000 пар кроссовок, и запустить онлайн-продажи первой пары. Идем дальше. У компании уже есть, в принципе, рабочая система, есть текущая реализация. Это приложение на React, которое хостится в AWS на обычной EC2 машине. Это все на сервере Nginx. Аутентификацию сделали с помощью Firebase Auth напрямую из React. Статус о том, что пользователь уже принял участие в аналитике, хранится в Firebase датабейсе. Аналитика у нас хранится в Google Analytics, доменное имя было зарегистрировано в AWS, и файлы сертификатов хранятся напрямую в EC2 машине. Идем дальше. Тут у нас картиночка, как это все выглядит сейчас на текущий момент. То есть это повторяет то, о чем я сейчас говорил. Видите, что у нас есть Route 53 рекорды в Амазоне, есть веб-браузер, с которого загружается наше React-приложение, и люди ходят за приложением на EC2 машину, а уже само приложение обращается к Firebase и в Google Аналитику. Но компания хочет более масштабируемую систему, и у системы есть определенные проблемы. Один из инженеров компании нарисовал, как они приблизительно видят, система должна выглядеть. Сейчас это у вас на экране. Мы видим, что лендинг-страница остается, но еще должно появиться некое админ-приложение, какая-то система аналитики. Но payment и delivery будет вне скопа этого задания. Идем дальше. Компания идентифицировала 10 инженерных проблем с текущей реализацией и хотят, чтобы все эти проблемы были пофиксены в новой системе. Давайте быстренько пройдемся по проблемам, которые были найдены. Итак, первая проблема — это при текущей реализации система была недоступна. И новая реализация должна решить эту проблему. То есть команды должны предложить оптимальное решение с их точки зрения. Идем дальше. Вторая проблема. Нет, вернемся назад. У нас только первая проблема озвучена. Так, Андрей, я немножко подустал, может, ты продолжишь? Пользователи из других континентов, Европы, Средней Азии жаловались на долгую загрузку 3D-модели кроссовка, и нам это тоже надо исправить. Из-за обширных рекламных кампаний мы ожидаем очень резкий приток пользователей, наверное, до 100 тысяч одновременно, а в другое время пользователей может не быть совсем, или около сотни. Мы хотим платить за инфраструктуру только тогда, когда она реально используется, а не просто простаивает и ничего не делает. Дальше. Мы боимся утечек данных о новых компаниях, поэтому нам очень важно, чтобы админка не была доступна через интернет напрямую, только внутренним пользователям компании. Дальше. Специалист по безопасности рассказал, что хранить private ключ на EC2 машине — это не лучшая идея, тем более, что к этим машинам есть доступ у разработчиков. И нам нужен более безопасный способ хранения нашего сертификата. Шестая проблема. Да. Нам нужно выбрать 1000 победителей среди всех участников, которые были ближе всего к финальной модели кроссовка, и предоставить им купоны на покупку модели. E-mail рассылка всем участникам во время старта второй кампании. 1000 победителей должны получить поздравления, а все участники получить благодарность и ссылку на новую кампанию. UI-разработчик тестировал рассылку через Gmail аккаунт и предлагается использовать его. 8-я проблема. При текущей реализации каждая версия landing page заливается на EC2 машину через SSH. Нужно что-то с этим сделать определенно. Лендинг-страничка сейчас сделана на английском языке, и пользователи из других стран, опять же, страдают. Нам нужно это решить. И последняя проблема. Аналитика должна быть более продвинутой и включать в себя не только информацию о голосовании, но также информацию о продажах, товаров, количестве заказов с минимальной задержкой. Напомню вам, что, пожалуйста, не додумывайте требования, все для вас представлено. Вы не ограничены технически, можете предлагать любые решения, главное, чтобы они были аргументированы. С точки зрения бизнеса, вот это и все. Выяснять ничего больше не нужно. Давай продолжу. Ребята, вне скопа это у нас UI, UX, 3D-модели. Этим занимаются отдельные работники компании CrowdShoes, вам в это лезть не нужно. И также вам не нужно лезть в интеграцию с платежными системами и системами доставки, потому что этим будет заниматься отдельные команды. По поводу ограничений, как Андрей сказал,
вы ничем не ограничены, у вас есть выбор любых платформ, языков, решений. Можете даже выбрать свой облачный провайдер, если считаете, что это нужно. Самое главное для вас — уложиться в сроки и решить инженерные проблемы, которые мы озвучили. Ну, естественно, минимальный бюджет на инфраструктуру. Идем дальше. Итак, какое задание? Команды должны предоставить деплоймент-диаграмму финального решения и обосновать свой выбор. И также предоставить решение для каждой из записанных инженерных проблем. То есть у нас 10 проблем, и мы хотим видеть 10 решений этих проблем. Так, с заданием, кажется, все. Теперь я предлагаю скинуть задание, которое мы озвучили, командам ссылочкой и в YouTube-канал, чтобы зрители также могли поучаствовать параллельно в решении. Да, я сейчас скину задание в YouTube. Дорогие зрители, за самое необычное решение вы получите майку инженерной каты, такая же, как и на нас. Так что придумывайте ваши решения, пишите. В конце стрима мы обязательно выберем самое интересное с нашей точки зрения решение. Андрей, может быть, немножко как-то ограничим скоп, потому что у нас 10 проблем. Может быть, выберем какую-нибудь одну проблему, и чтобы ребята на стриме пытались решать вот именно пусть это. решат та, которая им больше нравится. Хотя да, давай так. Почему бы и нет? Не обязательно же решить каждому все проблемы. Может, кто-то сталкивался, видел какие-то необычные решения. Хорошо, договорились. Решаем любую проблему, которую вы считаете наиболее интересной, а мы потом выберем самое интересное решение. Ну что, я думаю, можно запускать таймер и распускать людей по комнатам. Да. Давай посмотрим. Сейчас у нас 6:43. Посчитаем, что 6:45. То есть через час мы вернем команды в общую комнату. 7:45, хардстоп. Все возвращаются в общую комнату и презентуют решение. Судьи в это время могут ходить к вам в комнаты, подсматривать за вами, что же вы делаете, чтобы им легче было потом выносить свой вердикт. Итак, время пошло. Кто у нас остался на трансляции? Кого-то не распределили? Кого-то еще не распределили по комнатам? Я не знаю, мы это озвучивали уже, нет. У судей Как будет еще в особая комнату? привилегия. Судьи смогут ходить по комнатам всех участников и подслушивать, собственно, как идет решение проблем. А как попасть в комнату, ребят? А как попасть в Не комнату? волнуйся, сейчас Мы закинем. сейчас работаем над этим. Окей. Вы попадете в свою комнату. Где моя комната? Уже хочется решать. Ссылку вам должны были уже сбросить, так что можете смотреть. Так, смотри, я вижу, что на стриме Алекс спрашивает, а куда писать решение-то? Алекс, ты можешь писать решение прямо в YouTube, чат, стрима. Мы за ним обязательно следим. почитаем, да. Мы будем следить, смотреть. Ребята спрашивают, а куда делать ставки? Хороший вопрос. Куда делать ставки? Ребята, вы потом сможете принять участие в голосовании, потому что у нас будет два победителя. Это тот, кого выберут судьи, и тот, кого выберут зрители. Поэтому вы сможете проголосовать. Голосование зрительское будет во время вынесения основного судейского вердикта, перед ним. Так, я вижу, что все участники разошлись по комнатам. Да. Так, смотри, мы, по-моему, уже озвучили первый приз. Это за лучшее решение проблемы. Про Инстаграм мы уже говорили, нет? Про Инстаграм чуть позже. Призы для наших команд будут байки, тоже брендированные, такие же, как и майки, только байки с инженерной катой. Для победителей по версии зрителя будут сертификаты Litres. И еще два конкурса мы озвучим чуть позже. В принципе, наши условия — это такой типичный стартап. Вполне себе я такое видел в реальности, по крайней мере, часть из этих решений. А что мы вообще ожидаем в результате? Как судить, что команды для нас будут делать? Ну, Андрей, мы ожидаем, что команды как минимум
попробует решить все проблемы, которые мы озвучили, и нарисовать диаграмму, как они видят. Я думаю, что вот именно диаграмма, которую они нарисуют, она должна в себя включать как раз-таки решение этих 10 проблем в том или ином виде. И если ты посмотришь на вот эти проблемы, которые мы поставили, часть из них — это действительно инженерные проблемы, но часть выходит как бы за рамки скопа того, что умеет инженер и, возможно, должен уметь. Там есть немножко с CI/CD связанные задачи, немножко с инфраструктурой, то есть чем занимается DevOps. Поэтому должно быть интересно. Ну, сейчас как раз есть во многих компаниях тренд на full stack разработчиков как раз. Full stack же может быть не только бэкэнд и фронтенд, а может быть бэкэнд и DevOps, бэкэнд и DBA, так что вполне себе, я думаю, нормально. Я бы больше сказал, что ты такой T-shape инженер, то есть умеет программировать, но и знает что-то за рамками. Ну, это как раз хорошо. Друзья, пишите в комментариях ваши варианты решения. Напоминаю, что мы за самое необычное решение разыгрываем майку, такую же, как и на нас. А пока наши команды изучают задания, вы можете делать фото, как вы смотрите стрим, отмечать наш канал MGC Talks в Инстаграме, и мы в конце разыграем еще одну такую же майку. Но обязательное условие — вы должны быть подписаны на наш Инстаграм. В конце стрима мы обязательно сделаем розыгрыш и объявим победителя. Как ты думаешь, у команд уже есть какое-то решение или еще рано? Я думаю, еще довольно рано. Они только, наверное, дочитывают задание детально. И если мы сейчас попробуем зайти кому-нибудь в комнату, мы увидим полный хаос. Но мы можем попробовать, конечно. Так, я продолжаю читать наш чат YouTube-стрима. И пока не вижу, чтобы кто-то уже кидал решение проблем. Почему я здесь? Ребята, Ну вот пока. не стесняйтесь, Кто-то выкинуло. пишите. Верните нас потому что есть назад. возможность выиграть. Верните нас назад. Ну вот интересуются, могут ли ребята гуглить. Я думаю, могут, это никак не ограничено. Вы же в своей обычной работе тоже гуглите и находите решение. Так что, если им это поможет, то да. Ну, прямого решения всех 10 заданий по порядку в гугле нету. Да, задание было взято не из Гугла, поэтому то есть решение конкретно этого задания в Гугле не будет. Я думаю, каждое задание отдельно можно найти решением. Опять же, решений может быть довольно много, и они должны быть как-то обоснованы. Вот. Может быть, все-таки попробуем зайти в какую-нибудь комнату и послушать со стороны, о чем Давай говорят. зайдем, давай посмотрим, что происходит в команде номер 1. Итак, команда Zero Latency. То есть это банально положить на CloudFront, на CDN, найти фотографии, да и все. Мгм. Мне так Сейчас, кажется. А сравнивать? Описанием модели. Ну, сравнивать там, функционально можно какой-то сервис сделать, там, сравнение и голосование. А подождите, смотрите, мне кажется, вначале там было, что они сделали 3D-модели и могли прямо онлайн выбирать какие-то ее модифицировать. То же самое, как есть в Да. коде игре, ты там персонажа Редактор. модифицируешь. И получается, ты результат этого редактора это сохраняешь куда-то, а дальше сравниваешь. А компания выбрала какую-то свою модель. И дальше просто те результаты редактора, которые сохранили у пользователей, сравнить с этим. Кстати, не факт, что она из редактора именно 3D. Может быть, там просто список каких-то параметров, которые можно сравнивать. наверное. Давайте далее. Движемся. Текущая реализация на React, который хостится на AWS, на сети-машине Nginx, region и US East, так? Это USA, так? Ну, в Азии проблемы, да? Аутентификация сделана по Firebase House напрямую из React. Не секьюрно, да, наверное. Что такое Firebase House? Ну, кто-то знает? Ну, вообще-то гугловый сервис, я помню, Да. использовал его недавно. Там можно создавать пользователей, и он предоставляет аутентификацию. Ну, на самом деле, может, он не так плох.
Ну, надеюсь, что Google делает что-то проблема, более-менее. это проблема, что с React. Это Скорее не всего. секьюрно, Ага. не секьюрно, с React, Не какой-то React. Ну, не знаю. Ну, можно было бы, ты имеешь в виду, на AWS Когнита там перенести Да, это, потому что, да, чтобы на у VS нас Cognito было... или на EC2 Info. Не Ага. секьюрно, не секьюрно, один point, yes. Статус о том, что пользователь уже принял участие в выборе модели, хранится в Firebase Database напрямую из React. Ну, а в чем Ну, это же- несекьюрность? То есть Ну, мы не не- секьюрность, у тебя, чтобы к базе подключиться, по сути, нужно на Ну, UI это пароли себя все слышно? прокидывать и прочее. Да. напрямую из React. Стрёмно, Всё, ясно, очень ясно. стрёмно, да. Статус о том, что пользователь уже принял участие в модели, хранится в Firebase Да, то Database. есть через сервер. Firebase Database, Firebase Out. Zero latency. Это какая-то база данных в Google Cloud, да? И, кстати, еще, наверное, проблема, Да, что это ты можешь прям запросы с UI писать, то бишь там что угодно. Да, движемся дальше. Сломать. Очень Дальше увлечена своей движемся. работой. Аналитика пытается включать аналитику думаю- по выбранным характеристикам во время голосования на Google Analytics. Google Analytics вроде норм. Не? Аналитика. А может там проблема, что он все-таки не все запросы трекает, а то какие-то выборочные. Это текущая реализация. Давайте дальше. Доменное имя crowdshoes.com зарегистрировано в AWS. Окей, через Route 53 AWS. Окей, файлы сертификатов хранятся на EC2 Ну, машинах. лучше в Стрёмно. Vault вынести Ну, там да. и через Kubernetes Secrets или там через что мы думаем, или Не, какой-то киклор. Если все АВС, можно в АВС. И КС, и MCS, есть сервис. Можете посмотреть? Ага. Есть сервис. Кто-то может посмотреть? Как называется еще раз? MCS? Если мы в АВС можем перенести, то там же есть собственный менеджер для этого. Да, это все есть. А, Менеджмент. Идите во вторую комнату. Да, все есть. Так. Текущая реализация Route 53, Route 53 на веб-браузер, а браузер на EC2 Instance, який штат USA. В общую. Вообще. Да, у нас есть вопрос в чате. Если судьи и зрители выберут одну и ту же команду, то та получит двойной приз. Ну, судя по всему, так, потому что сначала мы разыгрываем зрительские симпатии, и потом уже жюри, не глядя на зрительские симпатии, объявляет своего победителя. Так что, ну, да, такой шанс есть вполне себе, что одна команда получит двойной приз. Это может быть. Так, ребята, кто нас смотрит на YouTube, напишите, пожалуйста, слышно ли нас сейчас. И да, мы стараемся особо не комментировать, когда подключаемся в комнаты, чтобы не мешать участникам, потому что в противном случае у вас получается каша из звука, вы слышите и нас, и участников, мы мешаем участникам, поэтому мы будем максимально тихо вести себя, мы просто как зрители, наверное, будем подключаться к комнатам, а потом, когда будем отключаться, уже будем комментировать, что мы увидели, услышали. Ну, может, зададим пару вопросов, там, посмотрим по обстановке. Ну, возможно, да, будем немножко, постараемся помешать кому-нибудь, но не сильно. Так, это мы сейчас были в комнате команды... Мы сейчас были в комнате первой команды Zero Latency. Итак, сейчас мы решим окончательно наши технические проблемы, и я думаю, пойдем уже во вторую команду Project Potatoes и Cookers. А я напоминаю, что в Инстаграме мы проводим розыгрыш такой же майки, как у нас. Вам нужно сделать фото того, как вы смотрите наш стрим, сделать стори, отметить наш Инстаграм-канал, подписаться, и в конце стрима мы разыграем среди вас такую же майку, как на нас сейчас. Да, ребята, не стесняйтесь, постите посты в Инстаграм. Это, конечно же, проще, Давай. чем написать свое решение проблемы. Но можете попробовать и то, и получить 2 приза. Так, я вижу комментарий на Ютубе, что ведущие котики. Большое спасибо комментирующему. Мы в чем будем рисовать самую схему саму? Итак, мы попали в комнату. Команда Project Potatoes и Cookers. Ребята, можете нам скинуть эту темплейт презентации? Да, я сейчас в чат тебе спрашиваю.
Расскажите, какие задания кажутся вам наиболее сложными? Масштабирование, я думаю, системы. Потому Вообще- что оно привязано к AWS-сервису и одновременно горизонтальная scalability обеспечивать и производительность системы это немножко проблематично. Ну, если Еще- вам так нравится еще AWS сервиса, оформление вы можете от них отказаться, решения задачи. монтировать. Вас никто в этом не ограничивает. Да, любые технические решения, это все ваше, вы сами решаете. Если вам не подходит AWS, берите что-нибудь другое. Понимаете, любая компания потратила уже деньги на AWS, и логично идти в том мейнстриме, который они уже используют. Это наиболее дешевое для них решение. С одной стороны, да, с другой стороны, вы можете убедить компанию в своем решении. Можно, но это неправильно для компании будет. Ну, мы не настаиваем, решение ваше. Только намекаем. Тогда вряд ли тот же там Google Cloud или Azure будут сильно производительнее или сильнее доступнее того же AWS. Ну, Я лично не сравнивал. Вообще говорят, что Google Cloud дешевле, ходят такие слухи, но когда я пробовал посчитать свой pet project, у меня почему-то Google Cloud всегда получался в 1,5 раза дороже. Но зато в Google Cloud у меня получилось запустить самый дешевый инстанс. Там, по-моему, за $7 в месяц можно запустить инстанс, а в AWS самый дешевый был за 23. Еще в Google Cloud есть очень, у него у него есть много бесплатных вещей, которые, например, Cloud Build или Cloud Repository. Вы их подключаете и за них не платите. То есть для больших проектов Google Cloud, он довольно выгоден. Я делал свой подпроект на Google Cloud, и там используешь, то есть мы за Google Cloud Build Docker Image, мы подключили 4 репозитория, там в среднем один день билд, предположим так, и мы за это ни разу не заплатили. Только за машинки. Также Ребята, вы уже код определились, кто из вас будет рисовать deployment диаграмму? Пока нет, наверное. я уже открыл и буду делать эту презентацию, потому что Давай на Google Диск презентацию, тогда вдвоем сможем ее делать. давай ты положишь, а я просто подключусь к тебе. Подожди, Я рисовать буду. Андрей, давай, наверное, пойдем в общую комнату. Ребята уже начинают Да. рисовать презентацию, не будем им мешать. Ребята, удачи вам. Спасибо. Давай я сейчас проверю чат, что нам предлагают зрители. Сейчас слышно. Так, просят наш Инстаграм. Я сейчас напишу наш Инстаграм. Да, ребят, не волнуйтесь, Инстаграм сейчас скинем. Скинул наш аккаунт в Инстаграме. Подключайся, пости. Будем рады разыграть. Ну что, пойдем в команду 3? Давай только продублируем еще раз в чат задание, потому что я не вижу, чтобы люди писали решение, может быть, пропустили ссылку на задание. Да, сейчас будет. Дорогие друзья, ссылка продублирована. Заходите, смотрите, пишите ваши решения. Я уверен, что среди зрителей очень много инженеров, архитекторов, поэтому вы точно должны помочь нам в решении инженерных проблем. Без вас мы не сможем запустить эти кроссовки. Это точно. Ну что, пойдем в команду номер 3. Томата. Давай сходим к томату. Ну, тут другой регион, плюс, по идее, мы эту сетушку никак не скалируем. Она просто есть и есть. То есть, по идее, надо балансировщик. Так приложение стоит. Так нет, смотри, если какая тут логика крутится, получается, подожди. У них же там Node.js. Да. И нам нужно, получается, да, его скейлить. Да. При необходимости. Так, user, он обращается у нас на лендинг, да? Ага. Куда он будет обращаться, получается? Это какой-то... Подожди, а что это за юзер? Внешне? Ну, по сути, по логике, вот такая должна быть схема, только вот эти вот должны быть ошифрованы. Я понял.
И вот этот тоже куда-то. Да нет, мы можем оттолкнуться от того, что есть. Роутер, он у нас смаршрутизирует тебя на нужный регион. Вот 53. Ну да, можно понять. Веб-браузер. Как-то он должен в юзера идти. Может быть, склонимся немножко Да, к ребятам. давай. Ребята, мы тут подключаемся ко всем командам, немножко мешаем, задаем вопросы. Видим, что вы уже начали рисовать deployment диаграмму. А скажите, уже начали смотреть инженерные проблемы или просто решили начать именно с deployment диаграммы? Да, начали смотреть инженерные уже. А вы уже успели сделать какое-то задание целиком? Нет, предположили только по поводу второго пункта, что мы будем это располагать в разных регионах для того, чтобы ускорить отгрузку данных. Это именно вы решаете проблему долгой загрузки, да? Да, мы пробежались по всем примерно, что-то просмотрели, что-то не просмотрели. Сейчас просто пытаемся понять, как можем каждый конкретный кейс на изначальной и предполагаемой диаграмме улучшить. Понятно. В целом, как впечатление? Справитесь? Сложно вам? Просить, что на завтра принести не будем. Ну окей, хорошо. Хорошо, спасибо. Не Пожелаем будем тогда больше удачи, вам мешать. не Да, будем вас удачи вам. задерживать. Приходите еще. Обязательно. Итак, это была команда 3. Команда Томата. Слушай, а как ты думаешь, может получиться так в нашем задании, что одно решение противоречит другому? И что с этим делать? Ну, конечно, так может получиться, но, во-первых, у нас есть судьи, которые это заметят. Во-вторых, у нас есть зрители, которые это тоже могут заметить. И в целом, как мы знаем из нашей архитектурной карты, кто не смотрел, обязательно посмотрите, есть в целом какие-то атрибуты, которые противоречат друг другу всегда. Например, performance и security. То есть команды могут выбрать, что для них performance важнее, поэтому где-то они потеряют security. Вот, мы посмотрим на это обязательно. А заказчикам важно все и сразу. Да, в нашем задании тем более заказчиков прям случился вирусный эффект, и им критически важно, чтобы это все было пофиксено максимально быстро. А ты встречался с необычными решениями похожих задач в своей карьере? Слушай, да, когда ты работаешь со стартапами, то тебе часто приходится решать вот проблемы такого уровня, да? Ну вот в моем предыдущем проекте EC2 и Nginx это было рабочее решение и не считалось даже проблемой. Так что... Слушай, когда я делал там систему не в Амазоне, то это абсолютно рабочее решение, когда есть виртуалка и Nginx. Но если у тебя есть опция использовать Amazon, то почему бы и не пользоваться амазоновским сервисом? Ну, в общем, клауды нас очень сильно разбаловали, друзья. Это правда, это 10 правда. лет назад у нас была железная машина, может быть виртуальная, если повезет, и все, и туда все деплоили. На одном из моих предыдущих проектов даже перед началом проекта пытались угадать шейп этой машины, какой должен быть, чтобы ее заказать в железном виде в Китае, и ее там успели привезти. Вот. Ну, вроде угадали. А потом случилась нагрузка, и нужно везти новую машину, да? Ну вот, не знаю, я тогда был еще джуном, для меня это была магия, особенно там заказ железных машин. Но сейчас клауд случился, и все стало немножко проще с этим. Окей, друзья, сейчас мы проверим ваше интересное решение. Слушай, я почему-то до сих пор не вижу, что кто-то предлагает решение. Ребята, я уверен, что вы сможете из 10 озвученных проблем найти ту, с которой вы сталкивались, и подсказать нам решение. Нам важно главное не академически верное решение, а наоборот наиболее интересное решение. Может быть, вы видели какую-то там дичь несусветную просто, которая подходит под решение. Прекрасно, пишите, нам будет очень интересно. Окей. Ну что, пойдем в команду номер 4? Procrastination as a Service. Послушаем, что происходит у ребят в 4-й комнате.
Хорошо. ClickHouse? Мгм. Я, кстати, работал, прикольно. Правда, экосистемы пока нет, но Teams. не важно. Как пойдет? О, есть. Да-да-да, так это же и есть ClickHouse. Не знаю, что получится. Резать его или не резать? Ну, поменьше сделаем только. ClickHouse. Окей, есть. Значит, у нас Аврора есть, ClickHouse есть, Elasticsearch. Елка. Угу. А Elasticsearch бывает какой-то, типа, от LS? Есть, да. Как называется? О, сейчас скажу. Elastic Cache. Elastic Cache? Elastic... Нет, там не Elastic Cache. Что называется-то, господи. Я загуглю, короче, хорошо. Нам нужна какая-то ивенты, очередь. Да, SQS Simple Queue Service можно использовать. Где будем мы использовать? Ничего. Это если нам нужно будет тот самый синхронной передачи. А надо будет? Ну, я думаю, да, потому что нагрузка же у нас будет как бы достаточно большая. Amazon Open Service. Я знаю, что у Гугла дешевле вроде бы их услуги. То есть теоретически мы можем типа выделиться и предложить, например, решение на Гугле. Вот, если ты можешь как-то, скажем так, подсказать. Дочитаю я все еще. Дочитай. Ну, ты уже начинаешь это, ты дочитай сначала. Ладно, хорошо. Короче, S3 понятно, сам. И второй, еще один вариант, это лямбда, да? Лямбда тоже с настройкой scalability. Там нету scalability. Там есть scalability тоже. Там есть concurrency settings такие называемые. Да, привет. Команда. Привет. Да, привет. Мы вас немножко подслушивали. вроде Не бы. заметили, что кто-то из вас уже начал рисовать? Или, может быть, вы просто не шарите экран? Я готов рисовать, но Нет, подожди, мы шарим экран. Но мы просто читаем вместе и обсуждаем. Я понял, я записываю это все у себя, и потом будет это все нарисовано. Еще пока не рисуем. Скажите, уже какие-то проблемы получилось решить у вас? Первых 3 обсудили. Ну, так нормально идете. Я вот слышал, вы для чего-то хотите использовать Elasticsearch. Нет, не хотим. Нет? EC2, наверное, говорили. Нет, про этот Elastic Load Balancer, может, имелось в виду? Может быть, может, я неправильно услышал. Да, может быть. Ну, это Что вы собираетесь с Elastic Load Balancer делать? Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям. Ну, мы пока рассматриваем это как один из вариантов, но по факту одной из проблем является scalability, да? Да. И, в принципе, доступность. Соответственно, Load Balancer как минимум позволит нам автоматически распределять входящий трафик, в том числе Load Balancer позволяет распределять трафик по объектам и, в принципе, виртуальным машинным устройствам в нескольких зонах доступности, что, в принципе, как бы от нас и требуется в дальнейшем. Вот. Ну, окей. А вы находили какие-то противоречивые требования, что может помешать в вашем решении? Пока еще нет. Противоречивые, одной из проблем, которая для нас стала, скажем, таким, вопросом, да, это вот первая самая проблема, что при текущей реализации были моменты, когда система была недоступна, да, то есть... Это не противоречие, это просто непонятно, в чем была абсолютно недоступность. Непонятно, что имелось в виду, да, то есть что значит недоступно? Был недоступен из-за DNS, было недоступно из-за того, что ложилось от нагрузки, было недоступно... Авторизатор сдох, база данных сдохла. Что конкретно ложилось, да? Понятие очень... Ну, ребята, вы должны понимать, что это стартап, и там нету хороших все, инженеров, да, чтобы объяснить, что происходит. Ну да, поэтому мы просто решили, мы просто это поняли, что есть проблемы с доступностью вообще в принципе, и просто надо сделать так, чтобы она была доступна.
Постараться просто решить, постараться увидеть какие-то слабые места и убрать это. К примеру, меня смутило то, что вот я не понял, вот этот Firebase, он на Гугле что ли хостится? Или это типа внутри Амазона? Google это. Ну, это же он же гугловый. И получается у нас такая тема, что мы из одного клауд-провайдера в другой бегаем туда-сюда для авторизации. Это мне, например, не понравилось, и я в начале нашего обсуждения предложил совместить эти вещи все на Амазоне. Ну, чтобы люди не бегали, и сделать, чтобы оно бегало по бэкэнду, а не из фронтенда. То есть из бэкэнда, чтобы бегало, а не из фронтенда. Ты знаешь, это типичный стартап. Какие инженеры были, так и написали. Так нет, так я понимаю, поэтому если мы можем написали немножко на Firebase. переколбасить, я понимаю, поэтому да, поэтому так как мы сейчас занимаемся инженерием, да, то как бы вот одно из предложений было как раз-таки убрать эту такую тему, чтобы бегать в разные клауд-провайдеры зачем-то. И чтобы сделать это все в одном VPC, чтобы оно внутри себя бегало как-то по-бырому. А не так, не знаю, ну, из одного клауд-провайдера в другого. Это как-то мне не понравилось, например. В рамках небольшого приложения, вот такого объема, несколько клауд-провайдеров, это явно избыточная тема. Ну, вообще есть тренд, что использовать в больших enterprise-приложениях несколько клаудов и брать из каждого клауда лучший сервис, который больше всего подходит. Но это мы пока еще до этого не дошли, как я понимаю. Это точно. Это используется для больших приложений. Да. И то не для всех. Так, Андрей, у ребят полчаса остается. Давай, наверное, отключимся, не будем им мешать. Давай не будем мешать. Спасибо за комментарий, господа. А вам удачи. Удачи. Мы, может, к вам еще раз зайдем. Забегайте. Спасибо. Я расскажу нашим зрителям. Так, ну-ка, мы сейчас отключимся. А я расскажу нашим зрителям, что 4-я команда зарегистрировалась в полном составе целой команды к нам. То есть мы их даже не собирали, они пришли к нам втроем, мы добавили только одного человека им в помощь. Я думаю, так будет честно, чтобы соревновались команды именно по 4 человека. Это может Ты хочешь сказать, что у них преимущество, потому что они друг друга знают? Да, вряд ли. Я не думаю, что у них преимущество. Просто дружные ребята, целеустремленные, пришли сразу целой командой. Вот. И эта команда интернациональная, там есть один участник точно из Польши, из Беларуси, возможно, еще из какой-то страны, не помню. Но из 2 стран точно есть участники. А еще у нас в Кате участвуют люди из Украины и из Испании. Так что наша Ката интернациональная. Круто, очень круто. Ребята, кто нас сейчас смотрит, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы поучаствовать в таком ивенте в качестве участника одного из команд. Нам интересно. Как думаете, вы уже там созрели для того, чтобы участвовать в таких штуках или еще нет? Ребята, я напоминаю, делайте фото в Instagram, отмечайте нас, подписывайте, мы разыграем среди вас майку инженерной Каты. А я сейчас проверю чат. Может быть, у нас в чате есть какое-то интересное решение или концепция. Так, я читаю, пока не вижу, чтобы кто-то предлагал решение проблемы. Вот пишут, что мультиклауд — это нормальная практика. А, да, это правда. Блэкита, напиши нам в комментариях, для каких целей ты использовал мультиклауд. Я лично использовал мультиклауд при следующем решении. В Azure DevOps было сделано пайплайн, а весь основной стек деплоился в AWS. Возможно, у кого-то другой опыт. Напишите нам, пожалуйста, какой ваш опыт использования мультиклауда. О, я вижу, что Михаил начал писать решение проблем. Бэк есть только для админки, а фронт ходит в базу напрямую. Перемещение фронта на CDN должно закрыть вопросы по производительности. То есть Михаил предлагает использовать CDN. Как вариант. Доступность из разных регионов, дублировать пользовательскую базу по регионам, что снизит стоимость трафика, а в админку собирать агрегированные данные. Тоже хороший вариант, да.
Хотелось бы поучаствовать, но задание кажется довольно сложным для ребят с небольшим опытом в решении проблем. Возможно, первое задание, да, может показаться немножко сложным, но я уверен, что вот зрители, которые сейчас посмотрят и посмотрят разбор этого задания, у них уже будет немножко опыта, чтобы участвовать в следующих ивентах. Во-первых, мы старались подбирать команды примерно одинакового уровня, и в каждой из команд у нас есть очень опытные разработчики, может даже архитекторы, так что вас будет поддерживать ваша команда, и можно учиться у своей команды во время каты. Специально для этого это было и сделано, так что приходите, регистрируйтесь, участвуйте в следующей кате. А также мы обязательно снимем разбор с нашими судьями на эту инженерную кату. Вот. Примерно такой же, как мы снимали на архитектурную. Но архитектурную кату вы можете посмотреть по ссылке в описании, и там же в архитектурной кате будет ее разбор. Заходите, смотрите. После разбора все становится не так уж и страшно. Так, я вижу, что нам написали еще одно решение проблемы номер 9, а это проблема того, что лендинг сделан на английском языке, Да. а мы планируем продавать наши кроссовки и в Азии, и в Европе, то есть должны показывать разные языки. И что нам предлагают? Шаблон HTML для лендинга. Так, посадить специалиста из Индии, который будет с помощью Google переводчика заполнять лейблы лендинга на разных языках. Ну, это может быть довольно дешевым решением, возможно, но... Так у нас же стартап. Да, но тут вопрос, как ваше решение будет скейлиться. Чё? Так, Андрей, у нас спрашивают, можно показать проблемы? Да, Джапка, я продублировал еще раз ссылку. Наши проблемы находятся, сейчас я скажу, на какой страничке. Наши инженерные проблемы начинаются на 4-й и 5-й странице, ну, а до у нас описано состояние то, как есть, что у нас происходит. Фирма кроссовок, UI у нас задеплоен на EC2, заливается у нас лендинг-пейдж по SSH, ключи-сертификаты лежат сразу на EC2 и тоже заливаются по SSH. Есть проблемы с производительностью, есть проблемы с масштабированием, авторизация по Firebase в Google Cloud, в другом. Нужно что-то придумать с аналитикой. Вот это основные проблемы. В принципе, тут даже проблемы больше не по кодингу, а по инфраструктуре и по бэку, как это сделать. То есть... Так, я вижу, что мы продублировали задание. Ребята, кто до сих пор не прочитал, обязательно почитайте и пишите ваше решение. О, я вижу, ребята предлагают использовать специальный сервис Phrase, который умеет делать автопереводы. Кстати, это отличное решение. У нас действительно ограничения там в человека ресурсах. И если есть какой-то внешний сервис сторонний, который предоставляет переводы, очень здорово использовать его. Это крутое решение. А мне YouTube рекламирует постоянно сервис по переводам в видосах. Тоже какой-то. Ну, видимо, это в последнее время модно. Все занимаются переводами. Я недавно на своем проекте делал перевод при помощи AWS, кстати. И, видимо, что-то подгуглил, и теперь YouTube мне про локализацию, про переводы показывает рекламу только в путь. Вот. Ну, кстати, перевод с помощью AWS делается вполне себе неплохо. Там есть фритир на 2 миллиона символов. Вполне себе хватит, чтобы поиграть, потестировать что-то. И даже для продакшена в начале тоже хватит бесплатного лимита. Так что вполне себе неплохое решение для перевода. Сойер пишет, что сегодня тренд на облака, то есть побеждает тот, кто больше значков разных сервисов использует. Но, Сойер, на самом деле побеждает тот, кого вы выберете победителем. Так что я думаю, что вы будете смотреть не только на количество значков на диаграмме, а именно на правильность этого всего. Я думаю, тут вопрос в том, что побеждает компания, которая при своем маркетинге пишет там Сбербанк, Мишлен, Amazon, там еще какая-нибудь компания. Вот. Ну мы эти компании не рекламируем, это так, в голову пришло. Вот. И чем больше там значков там в лендинг-пейдж нарисуют, тем лучше. Так что, ну, может быть.
Вот. Ну, можно тогда нарисовать значки, но, в принципе, не использовать. Про недоступность малой информации. Ребята, мы уже это комментировали. Примите внимание, что у нас в стартапе не было архитекторов и инженеров серьезных, и проблемы обрисовывались именно так, как их видят там SEO и текущие инженеры компании. Поэтому не все супер детально. Хорошо, что в целом нам выдали этот список проблем. Они сказали, что надо решить, надо сделать. Дано только направление. Ну, кстати, для архитектурного ката это вполне было типичное задание, когда задают направление, что вот, ребята, у нас там есть проблемы, найдите и решайте. Мы хотим заработать там $2 миллиона при помощи этого приложения, сделайте нам. Это вот как раз типичное задание для архитектурной каты. Здесь все-таки у нас больше контекста и задание более, ну, наверное, не то чтобы проще, но более прямолинейное, что ли, более понятное для инженера. Ну да, то есть кто не смотрел, обязательно посмотрите. В архитектурной кате мы ждали, что там ребята будут задавать вопросы там, собственникам или аналитикам компании. Тут у нас такой возможности нету, то есть ребята работают с тем, что у них есть. Ну что, может, ходим к судьям, спросим их мнение? Да, давайте подключимся к кому-нибудь из судей. Сейчас, ребята, мы подключаемся к судьям, чтобы поспрашивать, что они успели посмотреть, что увидели у команд. У нас уже есть Сойер и Лекс, Игорь Блинов. Расскажите, пожалуйста, как вам впечатление от команд? Как они справляются, по вашему мнению? Подожди, кажется, нас ребята еще не слышат. Я не администратор. Парни, вы нас слышите? Да. Слышим. Отлично. Как вы думаете, как команды справляются с заданием? Хорошо. Я пока был, наверное, только на 2 или на 3 командах, но я успел увидеть, что диаграмма пока только у одной была. Вполне возможно, я не все заметил. Ну вот, когда мы были в первой и второй команде, они были сконцентрированы на анализе текущей ситуации, а не на решении будущей. В принципе, вполне себе здравый подход, на мой взгляд. В эфире, оказывается. Есть такое ощущение, что дофигища заданий для команд. Прям вот они вроде как начинают первое, второе крутить, но учитывая, что 20 минут осталось, как-то мало верится, что докрутят все. Ну, смотри, это вопрос приоритизации. То есть команда может пойти по пути такая, решить для себя, что мы делаем 5, мы на них концентрируемся, но эти 5, они будут сделаны. А могут пытаться распыляться, и в итоге там у них ничего не получится. То есть это тоже как в реальной жизни бывает. Ну, их все-таки 4 человека. Ну, посмотрим, что получится. Да, но тут еще интересный такой момент, что команда получила в наследство довольно интересную задачку с ограничениями, которые по факту были придуманы не ими, и такое наследие, оно вот явно всех ставит в тупик. Вот, по крайней мере, я то, что наблюдал за командами, многим хочется действительно перечеркнуть все и сказать, а давайте сделаем заново и сделаем все хорошо. Так великолепно. И вот как раз самое интересное, это когда ты получаешь в наследство вещи, которые ты так просто не можешь выкинуть. И это сильно, на самом деле, сужает и возможный спектр решений. И у тебя же есть еще определенные наработки, которые ты привык, определенные решения, которые ты привык использовать. А здесь хлоп, и ты не можешь, ты должен взять и вникнуть в новые условия и понять, как можно с наименьшим количеством затрат получить наиболее эффективное решение. Это очень сложно на самом деле, потому что, например, если говорить за меня,
то я понимаю, что то, что я привык делать, оно очень даже не ложится на то, что в условиях задачи есть, и переиграть не так все просто. Просто понять и войти в задачу тоже довольно сложно. Поэтому ребята молодцы, я обратил внимание, что они пытаются конструктивно решать задачи, не пытаются все передергивать, переиначивать, там, не упираются в то, что это плохо, невозможно, что это вот однозначно надо выкидывать, ищут именно сбалансированное решение, это хорошо. Мне вот кажется, это правильный архитектурный взгляд, когда ты пытаешься не сказать, как было бы идеально, а взять то, что есть, и с этим играть, что называется. А что вам показалось наиболее простым, а что наиболее сложным, именно из конкретных заданий? Самое сложное будет это собрать все вместе. И, собственно говоря, процесс это, конечно, великолепно, но результат это главное. Вот то, что мы увидим в результате, вот это и будет. Потому что на самом деле процесс может быть достаточно и разнородным, и хаотичным. Вот то, что у них сейчас происходит. Но вот как это будет представлено в результате, это уже... Ну вот, собственно говоря, поэтому оценивать нужно будет. Оценивается не процесс, а результат. Я согласен, но мне еще кажется, что здесь достаточно сложно организовать вот эту вот командную работу. Как мы вначале говорили, что кто-то выберет 5 поинтов, которые они собираются закрыть в решении, кто-то там один, кто-то полезет на все и не успеет. Тут, ну, по факту, каждое из требований вполне реально закрыть. Ну, там, чуть-чуть погуглить, посмотреть, почитать там документацию, что-то на основе своего опыта. Но последовательно времени не хватит, распараллелить как-то, это нужно уметь работать в команде. Вот я смотрю, как вот в предыдущий раз, так и в этот, ну, это, с моей точки зрения, тоже одно из самых сложных. Получается, это четвертая специфика команда формата. все-таки, может быть, и имеет преимущество, раз они зарегистрировались целиком. Ну да, у нас есть одна команда, которая знакома друг с другом. Тем лучше. Тут просто видно, что ребята очень скилловые, они прям спецы в конкретной технологии, я бы сказал. Ну, по крайней мере, те ребята, которых я слушал, они такие, знаешь, уровня чифа, когда заточен в одну технологию, и там много, допустим, рассуждений было, а почему там Amazon, вот я там в других облаках обитал, а что у нас там было похожего, и поэтому о сложности судить сложно. Условно, если человек уже работал с задачкой, там, с CDN, то ему это будет расплюнуть, а если человек не успел поработать там с этим CDN каким-нибудь на практике, то, может, он будет долго колупаться относительно. Ну, вроде как все подъемно. По крайней мере, я половину понял, значит, половину точно должны решить. Я, кстати, вот соглашусь с утверждением о том, что все работают по централизованной схеме, когда есть один хост, и этому хосту накидывают идеи, и он разруливает, как бы сводит все вместе, и это действительно в условиях ограничения по времени самое слабое место. То есть действительно имело бы смысл распределиться, например, на двойки. Если их 4 человека, 2 человека решают одни задачи, 2 другие. Или там вообще, может быть, где-то 2 человека решают одну задачу, остальные решают по одной отдельно, потом сводят. То есть именно распараллелиться, вот это то, что командам, на мой взгляд, не хватает. Они все-таки пытаются централизованно решать вопросы, обсуждая всей командой одни и те же моменты. Но в тех условиях, в которых они поставлены, они не могут разделиться сейчас. Они, получается, они должны будут замолчать, и каждый будет делать что-то свое, и это не получится просто. Результата не будет. Поэтому я и сказал, что, возможно, по одному вопросу на человека, который они там индивидуально проработали бы, и потом выдали результат. То есть вот такой момент, как бы, ну да, я согласен, что в комнате сложно, когда ты говорить может, по сути, один, да. Тут есть момент технический. И в условиях ограничения по времени как раз вот групповой брейншторм, он как раз самое то, что нужно. Вот если разделять на части, я не думаю, чтобы у них получился результат. Хотя об этом можно у них спросить, что тут они рассудят, вот как бы было бы. Ну вот в одной команде вот этот вопрос можно им задать. Ребята договорились, что так, где мы будем сторить сертификаты. Вот ты конкретно будешь заниматься этим там, по ресерчу. Вот, остальные 3 человек остались брейнштормить над другими идеями. Надо будет спросить, как получилось. Мы обязательно спросим у них, как они в целом делили задания. Вот, вообще, судя по комментариям, похоже, что перед катой нужно тренироваться в командной работе. Это правда, да.
То есть Нет, менеджмент, они-то к все сожалению, или к затренированы счастью, в командной это часть работе, работы. Надо брать не архитекторов в команду, а еще и скрам-мастера, проект-менеджера, что-то, кого там Сразу еще. 2 месяца на кату, пожалуйста. Сразу. И бухгалтер. Бухгалтер, точно. Так, я предлагаю, наверное, опять раскидать наших судей по комнатам, чтобы вы продолжили смотреть, а мы почитаем, что происходит в чате. А вот спрашивает Роман Труфанов, может ли Google Аналитика собирать статистику по продажам? Роман, Google Аналитика умеет собирать любые события, которые ты задашь. Она работает не только как просто вот из плагин, вот ты ее подключил, и она там что-то собирает. Ты можешь, используя Google Аналитика API, отправлять в нее созданные тобой события. То есть ты просто берешь и во время покупки отправляешь событие, что пользователь купил вот такой вот товар. Потом в аналитике у тебя будет красивенький дашборд, кто что купил. Так что да, с помощью Google Аналитики это сделать можно. Есть нюанс по security. Подойдет ли тебе такое решение? Ведь по факту вся твоя статистика становится собственностью Google. И если тебе такое не подходит, то, наверное, нужно другое решение. У разных команд разные требования вижу, по что безопасности. по сертификату предлагают использовать амазоновский сервис KMS. Немножко почитайте. KMS это немножко не для этого, но у Amazon есть сервис для хранения именно HTTP-шных сертификатов, и поэтому да, им можно пользоваться. Вот Михаил Соломенник спрашивает, как с фронта собирать аналитику, какие вообще есть решения? Вообще решение это как раз Google Аналитика, она прекрасно собирает аналитику, там, на какие странички вы зашли, сколько вы на них были. По-моему, даже хитмап строит. Яндекс точно строит хитмап, насчет Google я не помню. Ну и кастом-ивенты, которые я уже упоминал ранее. Ну и всегда есть опция написать аналитику самим, собирать данные, которые вам нужно, и отправлять себе на бэк. Ну, это уже решение такое немножечко такое для любителей, для ценителей. Или если у вас особое требование по безопасности. Так, вижу, предлагают использовать CloudFront для кэширования файлов на Edge Locations. Да, это действительно то, про что уже говорили, использовать CDN, чтобы быстрее получать статику. Ну вот я для статики слышу два основных способа. Это CloudFront, либо сделать какую-то балансировку между EC2 инстансами в разных регионах. Ну, это возможно, но если у нас уже есть облако, которое предоставляет свой CDN, то почему бы не использовать его? А вот у меня на проекте сейчас есть интересное ограничение. CDN-то есть, но использовать его нельзя по ряду причин. И поэтому мы фронт деплоим по старинке. Да? Скорее по причине CI/CD. Его еще не сделали. А Kubernetes сделали. Вот. И задеплоить в Kubernetes занимает там минуту. А там нанять клауд-команду, которая сделает нам CI/CD для нормального деплоя в CDN, стоит гораздо дороже. Поэтому пока решение такое. Возможно, когда-то будут денежки, и мы это переделаем. Так что не все странные решения на самом деле странные. Возможно, вы просто не знаете всего контекста, как они появились. Так, я вижу, кто-то предлагает решение проблемы номер 6. Укладывать участников и их модели в GraphDB, предварительно вычисленной метрикой расстояния до финальной модели. Так, по различным критериям, и потом сделать поиск ближайших 1000. Ну, это прямо такое интересное решение для проблемы выбора 1000. Действительно интересное. А вот у меня вопрос. Я лично не работал с графовыми базами данных, но мне кажется, у них может быть проблемы с производительностью на каких-то там тысячах, миллионах. Как ты думаешь, столкнуться с этим или нет? Я только про Neo4j знаю, и по-моему, там миллионы там поддерживалось. Вполне себе. Ну, вполне. Вполне. А вот еще предлагаю для аналитики использовать Mixopanel. Для аналитики с фронта. Даурен Дельмухамбетов, напиши, пожалуйста, как ты с фронта загрузишь данные в Mixopanel. Mixopanel, я так понимаю, это какая-то либо SaaS-платформа, либо backend-платформа для аналитики, верно? Раскрой нам, пожалуйста, свое решение.
Вообще вариант очень интересный. Я вижу очень хороший, интересный вопрос. Зачем вообще стартап про ботинки занимается разработкой? И с какой целью лендинг и магазин запихнули в одно приложение? Ребята, кто сталкивался с стартапами, вы в любом стартапе можете видеть кучу инженерных решений, от которых у вас будут выпадать волосы, в буквальном смысле. То есть это стартап, его начинали там люди, которые не сильно там связаны с архитектурой или инженерией. И часто так бывает, что стартап выстреливает по разным причинам. Это может быть маркетинг и какой-то вирусный эффект, как в нашем случае. И в этот момент у стартапа появляются деньги, либо инвесторы, и у вас появляется возможность сделать все правильно. Но с самого начала правильно все не бывает, потому что тут либо скорость, либо дорого. Поэтому в обычной реальной жизни так обычно и бывает, что очень много вопросов, почему было сделано именно так, а не вот это. А вот интересуется, какие есть варианты решения четвертой проблемы. Давай мы откроем четвертую проблему. Что это такое у нас? Так, четвертая проблема – это SEO-компания боится утечек данных о новых компаниях. И это очень похоже на правду, потому что если в компании уникальные дизайны, компания действительно будет бояться, чтобы эти дизайны не утекли в сеть раньше, чем нужно. Или чтобы там другие компании не украли их дизайны. Поэтому я вполне понимаю вот эту вот паранойю SEO-компании, и наша задача как-то помочь ему, успокоить. Ну, смотрите, Джабка, тут я вижу две основных проблемы в этой задаче. Проблема первая – это чтобы у нас не украли данные каким-то образом, и наша админка была доступна только для внутренних пользователей. Эта задача решается тем, что мы на сетевом уровне ограничим доступ, чтобы он из интернета физически не было доступа, чтобы можно было достучаться до админки только из внутренней сети компании. Это первое решение. Второе решение, то, что говорит Паша, если у нас дизайны уже опубликованы, и мы боимся их каких-то утечек, то их можно регистрировать в Google консоли, в Яндекс консоли, регистрировать себя как первоисточник данных картинок, и тогда вы будете всегда первое в ранжировании по этим запросам, по этим картинкам. Даже если кто-то у вас украдет, вы будете считаться все равно первоисточником. Поэтому помните про свои авторские права. И опять же про Google Аналитику пишут, что требует писать код, а мне казалось, меньше кода, больше сервисов. Google Аналитика поддерживает огромное число встроенных фич. Это там, статистика посещений по страницам, общая, различные агрегации, сколько было пользователей, откуда они, сколько они провели времени на каждой странице и так далее. Но бывают ситуации, когда вы хотите анализировать какие-то свои события, очень-очень такие узкопрофильные. Например, я зашел на какую-то конкретную страничку и сделал там определенную комбинацию кликов. Такого аналитика, конечно, не умеет, но через API аналитики вы можете отправить свой ивент в нее и посмотреть вполне. Так, я вижу, что Ceptor.me предлагает для CI/CD использовать амазоновский сервис CodeStar. Да, действительно, можно использовать CodeStar и собрать свой пайплайн. А что делает CodeStar, если он никогда не работал? Ну, CodeStar это такое объединение нескольких амазоновских сервисов, насколько я помню, это и CodeBuild, и CodeDeploy. Это просто вот объединяет как раз-таки все сервисы для создания пайплайна и деплоя. В принципе, нам это подойдет, если мы остаемся на Амазоне. А вот нам iWoodAsk предлагает, почему бы не собрать лендинг в LP-генератор, а магазин в 1С Bittrex и силами маркетологов, вот, а программистов с архитектором отправить программировать в какой-нибудь EPAM. Ну, начнем с того, что у нас американские стартапы, наверное, будет сложно им объяснить, что такое 1С Bittrex. И LP-генератор. LP-генератор, по-моему, тоже русская разработка, отечественная. Вообще, LP-генератор вполне себе неплохое решение для людей, которые мало знакомы с программированием, а нужно быстренько запустить какой-то продукт. И для малого и среднего бизнеса это вполне себе неплохие решения. Вот. Но вот у LP-генератора, согласно моему опыту, есть такой один серьезный недостаток. Ваша
достаточно маленькая страничка может весить там мегабайт 16 или 20, и для там компьютера это может не так быть существенно, а для телефона с 3G интернетом или где-то далеко это будет ну, очень прям весомым недостатком. Вы будете очень долго ждать, пока загрузится, и даже с таким весом у вас на каком-нибудь слабеньком телефоне могут быть лаги в загрузке. Так что, ну, это решение подходит не всегда и всем. Ну, вот. Но вариант тоже рабочий для малого и среднего бизнеса, я бы так сказал. Нам задают вопрос, хорошо бы знать, где хранится код. Если это GitHub, GitLab, Bitbucket, то можно использовать внутренние CI/CD механизмы. Действительно, наверное, мы в задании не увидели, где хранится код, но судя по тому, что я вижу в проблемах, что текущий лендинг заливается напрямую через SSH, есть подозрение, что код хранится в папочке одного инженера компании, который, собственно, этот фронтенд и делал. И, возможно, это даже не залито ни на GitHub, ни на GitLab. То есть команды могут предложить сами использовать решение для хранения. Ребята, а нам до 3000 подписчиков осталось буквально пару десятков человек, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы будем очень рады. А в конце стрима, напоминаю вам, мы разыгрываем майку за репост стори в Instagram, обязательно отмечайте нас и подписывайтесь в Instagram. Мы разыгрываем майку за лучшее решение нашего задания. И мы будем разыгрывать также победителя каты по версии наших зрителей. Я вижу, у нас осталось буквально 2 минуты до конца решения. Да, буквально через 2 минуты мы вернем все команды в общую комнату, и судьи тоже, и команды начнут представлять свои решения. Напомню, мы, кажется, даем командам 10 минут. Да, мы даем командам 10 минут для решения. Итак, что же нам еще интересного написали зрители? Я вижу, что для американского рынка предложили Magento. Ну, как вариант, как опция, да. Это да. Вот тут говорят, что про платежный сервис можно было использовать сервис Paddle. Там есть сбор статистики по продажам. Не знаком, к сожалению, с этим сервисом, не могу прокомментировать, но вполне возможно. Да, к сожалению, наша команда не знает, какая платежка будет использоваться. То есть мы просто очертили, что этим занимается другая команда, поэтому не лезть в эту область. Письма предлагают рассылать через SendGrid. Сколько там? 10 тысяч писем бесплатно пишут наши зрители. Можно рассылать раз в месяц. Для нашего кейса... У нас 1 миллион, да? У нас 1 миллион для писем. Ну, бесплатно не хватит, но придется заплатить денежек. Не все у нас бесплатно. Я думаю, в клаудах там будет тоже за денежки. Амазоновский сервис будет дешевле, чем SendGrid. Если команды решат остаться в Амазоне, конечно. Так, и у нас осталась 1 минута. Через 1 минуту мы закрываем наше участие, и команды прекращают разработку. Как думаешь, будет команда, которая умудрится решить все 10 проблем? Ну, судя по динамике, маловероятно, мне кажется. Мне кажется, что сейчас будет самый большой челлендж, это как это презентовать красиво за 10 минут. Ведь у нас будет, опять же, жесткий таймлайн, 10 минут, и мы обрываем презентацию. Да, мы не будем давать кому-то там возможность 20 минут показывать. Так, я вижу, что уже 7:45, то есть мы можем начинать возвращать участников в общую комнату, и судей тоже. Так, дорогие друзья, вы нас слышите? Привет, Да. привет. Все, мы закончили. Время закончилось. Время закончилось. Останавливаем работу над презентациями, останавливаем работу над проектами.
Мы надеемся на вашу честность, что вы не будете подглядывать и не будете вносить правки в ваши решения. Да, давайте договоримся, что вот мы на этом моменте остановились. Что есть, то есть, это мы и показываем. Давайте. Ну что, начнем с первой команды? Да, ребята, первая команда. Итак, первая команда, прошу вас. Это у нас Zero Latency. Zero Latency. Да, Zero Latency. Мы поехали. Значит, Владимир, смотри, давай ты рисовал, может быть, как раз и расшаривай экран и показывай, будем, если что-то так как-то подсопорчивать. Уже собрать все в презентажку мы не успели, поэтому придется бежать по списку Хорошо, вопросов. ребята, у вас 10 минут, мы засекаем 10 минут, старайтесь уложиться в это время. Поехали. Так, пошли. Так, как мы думали, у нас есть две проблемы. Одна проблема – это статический контент и визуализация его, и другая проблема – это динамический контент. Статический контент дистрибьютится на миллион юзеров, потому нужно, наверное, взять его какой-то CDN, и он как-то редко апдейтится, и новые модели выходят раз на месяц, потому можно взять S3 bucket из CloudFront. Окей, и мы думали, может, наверное, не надо делать application multi-region, потому что это очень сложно. Можно сделать single region с статическим контентом, который дистрибьютится на несколько регионов, и динамический контент в одном регионе, может, USA, он как-то близко к Азии. Окей, у нас были инженерные проблемы. Были проблемы, когда система недоступна. Система была недоступна, потому что это EC2 инстанс, его, наверное, сложно скейлить, миллион юзеров, потому можно взять CloudFront плюс S3 for static content, multi-availability on deployment для application, ну, можно взять какие-то cloud native сервисы с Amazon. Пользователи других континентов EU, UPAC жаловались на долгую первую загрузку 3D-модели кроссовка. Наверное, можно взять какой-то CDN, у нас CloudFront плюс S3 для статического контента. А может, разговаривали? Да, то же самое. Решается тем же CloudFront доставкой. Да, давайте про Fargate. Да, давайте дальше чуть-чуть, потому что очень мы задержались на первых двух. Да. Значит, третий вопрос, он решается либо лямбдой, либо юзанием Fargate. Здесь для покрытия резких пиков значит, пользовательских этих запросов. Дальше, ну, то есть для покрытия резкого лоада мы решили там ехать на Fargate. Что у нас дальше есть? Так, четвертый вопрос. И, можно я добавлю, по третьему пункту мы решили взять, опять же, NoSQL базу данных, шардировать ее как бы, по юзерам, их распределить по разным шардам. И будет асинхронно сохраняться, так как это голосование, либо какие-то сохранения моделей от пользователя там, не требуют синхронного там ответа. Как технологию решили взять Аврору и AWS Aurora. Ладно, хорошо. Все боятся утечек данных о новых компаниях, потому критически важно, одно приложение недоступно для интернета. Можно какой-то VPN, IP restriction, можно какой-то VPN делать с AWS Cloud, плюс можно какие-то писать IP-шки, которые доступны для админа. Ну, особенно делать не какую-то аутентификацию. Может интеграция, да, когда надо. Так, специалист необходимо выбрать сопобедителей и разослать. Нет, имейлы рассылать можно взять AWS SSM, Simple
Не-не, если имейлы, то это Simple Email SES. Так. И SSL-сертификаты можно сохранять на SSM, сервис для сохранения но и не сохранять на EC2 инстансе. Необходимо выбрать 10 победителей. Можно DynamoDB, MongoDB или Aurora, или S3 Bucket, какой-то аналитическая вариант. Выбор как запросов по SQL. Окей. Или S3, или S3 с Athena, или MapReduce. Можно тоже это делать. Email рассылка AWS Simple Email Service, может Spark Post, если все AWS, можно Cloud Native. CI/CD, загрузка можно на AWS, AWS Code Build, AWS Code Deploy, Code Pipeline, все очень можно наконфигурировать быстро. Так, лендинг пейдж сделана на английском языке. Ну, наверное, CloudFront можно это конфигурировать здесь. Локализацию можно либо зашивать там непосредственно в приложении, либо там использовать тоже по локализованным ключам, там, например, эти ресурсы, которые раскиданы будут, там в CloudFront. Аналитика должна быть более продвинутой, в себе не только информация заслания, а также информация. Окей, можно сделать какой-то Data Lake на S3 и Kinesis, из AWS Kinesis собирать данные. Можно перейти к нашей диаграммке. Если потоки анализировать, то можно AWS Kinesis Analytics. Ладно. Так, у нас есть user, он ходит на статический контент, ходит на CloudFront, который берет данные из S3. На S3 все модели, все статический контент здесь, чтобы суппортить миллион юзеров. И можно дистрибьютить в разные регионы. Это статическая часть. Плюс SSL-сертификаты в AWS Secret Manager, AWS CloudFront входит AWS Secret Manager за SSL-сертификатом. Все API в AWS API Gateway, авторизация через Amazon Cognito, GDPR compliant, потому у нас не будет никаких проблем с юзерами из Европы, из Азии. API Gateway у нас есть application layer, application в EKS на Fargate, потому что мы не хотим менеджить никакие там EC2 инстансы. Плюс API Gateway можно идти в Amazon Kinesis, и Amazon Kinesis записывает все ивенты в Amazon S3. Amazon S3 как Data Lake. Аутентификация через API Gateway, Amazon Kinesis и Amazon S3. Может, наверное, лучше Amazon Kinesis как-то выставить юзеру не через Amazon API Gateway, может быть лучше. Amazon S3 сторит все ивенты, аналитические данные. Аналитические query можно делать через Amazon EMR Cluster или Amazon Athena. У нас есть Delivery Application, который есть в EC2 контейнере на Fargate. Очень просто менеджить. И можно менеджить спайки. Имейлы у нас через Amazon Simple Email Service, не через Google. И как база данных Amazon Aurora. У нас статический контент будет репетироваться между регионами. Динамический контент можно сторить в только одном регионе и доступ к нему через Amazon CloudFront для быстрого доступа. Мы не хотим деплоить в разные регионы, потому что это сложно, это нужно реплицировать данные, очень сложно, да. Admin Application мы не доработали, но мы думаем, что Admin Application будет через Cloud VPN,
какой-то VPN, и мы напишем VPC какие-то restrictions по IP-шкам. Для админа это очень просто, очень быстро и дешево. И сердито, да. И доступ к этому VPC или этой application будет только для этого админа. И все. Это security концерны покрываем. Наверное, все. Какие-то вопросы? Итак, мы послушали презентацию первой команды, и теперь презентация второй команды. Команда Project Potatoes и Cookers. Прошу вас. Давайте, наверное, я буду сейчас. Вот. Экран. Вы видите наш экран, правильно? Отлично. Да. Давайте мы поговорим, что было, что мы решили изменить в нашем проекте. Первое, это было довольно важно, то, что у нас было React-приложение, мы решили сделать его на статическую страницу, перевести на JS. Также у нас была проблема, то, что не было своего сервиса авторизации. Мы использовали два клауда, таких как Amazon и Google Cloud. Это было плохо. Из-за этого мы решили переехать полностью на AWS. Мы использовали AWS S3 для того, чтобы хранить статический контент на нашу страницу, плюс 3D-модели. Amazon DynamoDB для хранения пользователей как NoSQL база данных. Она легко шардится, легко масштабируется. ClickHouse мы использовали для аналитики. Это же Amazon Open Service для поиска первых 1000 пользователей, учитывая только активных пользователей. Очередь мы использовали AWS Simple Notification Service для отправки писем батчем. Elasticsearch Balancing для балансировки нагрузки. AWS Key Management Service для хранения SSL сертификатов. AWS Shield Advanced – это как внешний сервис security. AWS Batch менеджер для отправки сообщений батчем. AWS ForTouch для деплоймента через AWS. И AWS Route 3 – это роутинг пакетов плюс DNS. Почему наше решение? Основная идея была в том, что когда у нас есть один Nginx сервер, он работает все время. Поскольку наше приложение используется раз в месяц, то мы предлагаем его использовать полностью на Google Cloud и платить только за те ресурсы, которые мы используем. Single Page Application для этого не очень подходил и не было своего backend сервиса. Мы это использовали, переехали с двух клаудов на один. Если можно, Женя продолжит про компонентную диаграмму и деплоймент. Да, соответственно, у нас как бы два типа пользователей, которые взаимодействуют с нашей системой. Это администраторы, соответственно, и обычные пользователи. Значит, роутинг, как Миша сказал, роутинг и DNS, за роутинг и DNS у нас отвечает раутинг 53, который работает в связь с акселератором, который помогает нам распределить и кэшировать контент, как CloudFront между различными частями света, регионами. Также весь статик контент мы храним в S3 пакете. За это отвечает первый уровень нашей системы. Вторая часть — это непосредственно. Там одно из требований было, что система должна быть защищена, и поэтому мы использовали Amazon Web Firewall. Вот. Соответственно, он коммуницирует вместе с ELB, с Elastic Load Balancer, вот, который непосредственно балансирует нагрузку внутри Fargate области. Значит, внутри Fargate области у нас крутится EC2 контейнер, в котором Nginx задеплоен. Причем деплоймент может происходить как с помощью утилит AWS, так и с помощью обычных средств типа Jenkins или каких-то других. Вот, соответственно, Nginx EC2 он взаимодействует с лямбдой внутри,
Lambda представляет собой бэкэнд-сервис, поскольку как бы с фронта в базу лезть как бы, это не особо хорошо, поэтому мы как бы, такую связку используем. То есть работают они асинхронно. Тут между ними можно поставить SQS, Simple Queue сервис, и вот, соответственно, тогда они будут работать асинхронно. Дальше, значит, вся информация как бы статическая о пользователях мы решили перенести в базу данных, и как бы непосредственно мы работаем с ней. Тут, как бы, как Миша сказал, тут два варианта. Либо мы все это значит, копируем в специальную базу данных, либо второй вариант, мы можем с помощью AWS Batch все данные аналитические копировать в S3 специальный, и потом с помощью Афины как бы анализировать эти данные. Вот. Также у нас есть два варианта нотификации, то есть мы можем нотифицировать пользователей, либо если нам простые сообщения нужны, то мы отправляем тоже батчем, поскольку мы не можем сразу миллион сообщений отправить на нотификационный сервер, мы можем либо отправить с помощью SNS, это Simple Notification сервис, это когда простые сообщения, либо email notification сервер, в которых мы можем как бы указать уже более красивые сообщения HTML, в виде HTML и так далее. Давай дальше про деплоймент диаграмму еще. Вот. Соответственно, мы это можем все, как бы, у нас это все как бы деплоится и автоскейлится с помощью то есть у нас load balancer, он непосредственно взаимодействует с автоскейлинг группой, которая занимается автоскейлингом в зависимости от нагрузки наших инстансов внутри инфраструктуры, которая менеджится Fargate. То есть могли, конечно, EKS сделать, но в данном случае, наверное, будет, тут нужно наверное, будет дешевле все-таки делать это с помощью, то есть деплоить эти серверы, вернее, запускать инстансы EC2 с помощью Fargate. Соответственно, у нас как бы, там, допустим, несколько инстансов, они между собой шарят Amazon S3, я уже сказал, в котором мы сохраняем как бы наши аналитические данные. Вот. И на основе этих аналитических данных мы можем отправлять сообщения, а также как бы генерировать отчеты в Data Lake и дальше на основе них строить как бы уже более красивый отчет с помощью специальных утилит, если нам это необходимо. Дальше еще что-то есть добавить? Миша, пожалуйста, открой список 10 проблем, мы сейчас пройдемся. Его здесь нету, да. Я понимаю. Открой, пожалуйста, неважно, открой, пожалуйста, полный список, который нам предоставили, 10 проблем. Нам прислали. И мы просто проговорим его словами. Да, вот. Я извиняюсь, можно я добавлю одну фразу? Дело в том, что тут рассматривается возможность посылки 1000 пользователей купона на бесплатные кроссовки. На самом деле это как бы одноразовое действие, оно могло бы просто реализовано простейшая операция, но мы решили, например, отслеживать пользователей, которые действительно активны. И это очень важно, потому что если вы пошлете купоны людям, которые вообще не активны, достаточно высокая вероятность, что эти купоны не будут использованы. И тогда вообще эта компания может быть скомпрометирована. Поэтому на самом деле это гораздо больше сервис, чем мы предполагали. Сейчас давайте по первому пункту. И еще одна вещь про сроки команды. Мы это забыли. Это не важно. Давай по каждому пункту пройдем. При текущей реализации были моменты, когда система была недоступна. Новая реализация решит эту проблему. Да, мы сделали горизонтальное масштабирование. Horizontal scrolling. Пользователи из других контентов UiPath жалуются на долгую перезагрузку 3D-модели кроссовка. Но дело в том, что мы сейчас используем как бы статику и плюс JavaScript. Из-за вирусных рекламных кампаний ожидается неоднородное количество пользователей от 100 до 100 тысяч. И все готов платить за инфраструктуру только тогда, когда он использует. Мы это обеспечиваем. SEO-компания боится утечки данных о новых компаниях, поэтому критически важно, чтобы админу приложения было недоступно через интернет.
Ну, как бы AWS предполагает, что у нас будет firewall. Сергей, просто мы все это уже читали, давай, Давай если ты дальше разрешишь, я просто продолжу, да. Вот, соответственно, мы остановились на 4-м пункте, у нас, да, утечка данных, у нас все в этом плане все секьюрно. Дальше у нас есть Amazon KMS для хранения ключей. Вот. Потом необходимо выделить 1000 пользователей среди всех участников. Мы отправляем все эти ивенты с помощью Simple Notification сервиса или же с помощью более продвинутого email сендинга, который позволяет с помощью HTML более красивую картинку отправить. Вот. Рассылка у нас идет с помощью батчей, поэтому мы можем удешевить нашу систему благодаря этому. Также у нас, это, наверное, все самые основные поинты, почему нам важно. И самый все-таки важный поинт это того, что мы немножко перепишем лендинг-пейджу для того, чтобы можно было быстренько, легко подгружать именно UI в любом регионе и отойти, так сказать, и использовать подход serverless для того, чтобы быстренько скейлить наше приложение, нашу мощность. Женя, извини, можешь еще раз объяснить, почему мы переносим данные в нашу систему? Мы переносим, значит, данные на нашу систему, поскольку нам необходимо, чтобы у нас все было однородно, и у нас не было необходимости... Уже вышли? У меня есть к вам вопрос. Скажите, сколько всего проблем вы решили из 10? Вы считали? Все 10 решили. Все 10 решили. Отлично. Окей. Мы перейдем сейчас к команде номер 3 и послушаем их решение. Да, ребята, команда номер 3 – это Томата. Всем привет. Привет. Значит, наше решение. Сейчас, секундочку, я пошарю экранчик. Уже написал даже. Видно? Да, видно. Мы предположили, что контент, который изначально ехал медленно, его захостить на S3 и потом загружать в браузер, во-первых. Во-вторых, мы предположили, что данные, которые пользователь отсылает, они могут быть любыми. То есть там, возможно, будут не просто кроссовки, а там еще что-то и т.д. и т.п. Мы эти неструктурированные данные положим изначально в S3, и затем мы каким-то образом отпроцессим. Возможно, там логика будет различаться от кейса к кейсу. Не только 1000 там первых пользователей или еще что-то там вроде. Вернее, не только первый пользователь, которому ты 1000 отослать, еще что-то. Мы, соответственно, эти данные каким-то образом отпроцессим и отошлем через SES конечному пользователю. Проблема с тем, что, как я уже сказал, данные медленно приезжали, частично решается тем, что мы будем на S3 что-то делать. И вторая проблема тем, что сервер иногда не всегда доступен. Мы это решаем при помощи аутоскейлинг-группы. При необходимости, соответственно, приложение будет скейлиться. Также админ имеет возможность сохранить какие-то новые компании или еще что-то, сконфигурировать систему. Таким образом, данные приезжают из S3 и подтягивают компанию или какой-то другой контент через, опять, если это инстанс, и, соответственно, он же, как я уже и говорил, сохраняет. Разработчик у нас постает код в Git-репозиторий, и через пайплайн у нас деплоятся новые версии в EC2, лямбду, и заливается контент в S3 бакеты. Технически примерно все. Да, еще только добавлю, что была проблема, что админы скачать должны быть доступны должны быть довольно приватны, поэтому мы принесли в отдельный VPC и подключаемся к ней условно с сети заказчика через Direct Connect. Вот. Паша, продолжишь? Меня слышно было? Да. В целом все ты, наверное, сказал. Тут еще по email-сервису. Андрей, прокомментируешь?
Да, хотел в двух словах добавить, что мы используем AWSS, и мы используем CloudWatch ивенты для того, чтобы смотреть статистику по почте, по отсылкам, по рассылкам. Ну и потенциально, если касательно кастом, сейчас не касаемся этого вопроса, но можно перейти на внешние провайдеры, которые более гибкие. Так, все. Если предвосхищать вопрос, что мы не успели сюда адресовать квадратик с аналитикой. Вот. Окей, понятно. Наверное, все. Ну что ж, это была третья команда Томата. И мы переходим к нашей последней команде на сегодня, команде Procrastination as a Service. Ребята? Да, привет всем. Меня зовут Антон. Мы решили оправдать название нашей команды и презентаху не успели на самом деле нарисовать, но я расшарю просто рукописные заметки. Вот, и просто пройдусь по всем проблемам, которые были указаны, и, соответственно, прокомментирую. Да? То есть это чисто вот просто результат брейншторминга, который у нас был. Да? Вот, соответственно, да, то есть по поводу первый пункт, что система в некоторый момент была недоступна, соответственно, да, взглянув на то, как было это сделано раньше, что там Nginx и Application был все вместе на одной EC2, от этого мы решили уйти полностью, и авторайзер там вообще тоже на внешнем клауд-провайдере, вот, поэтому мы просто все закрыли через Web API Gateway, в нем внутри есть авторайзер, который мы сделали на лямбде, и все, то есть мы не использовали никакой когнито, потому что это слишком дорого, то есть мы смотрели на цены вообще, но вся наша эта штука, она частично обусловлена тем, что мы не хотим очень много денег тратить, да, то есть там, где надо реально тратить, мы тратим, там, где мы можем не тратить, мы не тратим. Соответственно, если мы сделаем авторайзер на лямбдах, это будет, наверное, возможно, одно из самых дешевых решений. Вот, в приложении на React мы также немножко добавили бэка для того, чтобы использовать всякие запросы секретов и так далее более секьюрно, да, чтобы оно не бегало там, чтобы ничего вообще никуда не уходило и не все было очень гладко. Вот, это по поводу первого пункта. Значит, по поводу второго пункта, да, что не было доступно, используем просто CDN, какой-нибудь из удобных, амазоновский, можно не его. Третий, из-за вирусных рекламных кампаний ожидается неоднородное тролливали. Значит, как мы скейлимся? У нас есть Elastic Beanstalk со scalability группами настроенными и так далее. В принципе, что можно здесь предложить? Можно пойти либо в EC2 инстансы и там хостить приложухи. Нам это не очень нравится. Мы решили, что так как у нас бэк относительно простой, мы можем сделать это просто на лямбдах и все. Лямбды тоже на Амазоне, они очень дешевые, они работают 15 минут максимум. Это значит, что мы точно мелкие запросы от пользователей, успеем 100% обработать и так далее. Если мы увидим, что лямбды все-таки дороги нам, да, мы тогда переедем на EC2. Вот. Но пока мы говорим, что у нас лямбда. Вот. Так. ECS. Что? На ECS, не на EC2. Ну окей. Да. Да. Так, по поводу четвертого пункта, что да, SEO боится утечек данных и все такое прочее, то админка у нас, мы прикинули два варианта, как мы можем изолировать админку. Да, вот это два VPC, первый VPC у нас для аппликухи, второй для админки, между ними сделать пиринг такой, да, и соответственно будет админка вообще. Первый вариант. Второй вариант, если админку мы расположим в корпоративном портале, где-то у заказчика, у самого, это будет полностью его сеть, его все, и вся responsibility тоже на нем за все утечки. То есть мы из себя, как разработчики, это убираем и говорим, что вот, смотрите, все, вот ваши рулы корпоративные нас не касаются, мы вот сделали вам все в клауде, вы админку колбасьте свою сами. Вот, и, соответственно, да, получается, что если, то есть в любом случае у нас как бы есть, скажем так, два источника данных, это админка со всеми маркетинговыми компаниями, новыми 3D-моделями, и там что там еще в админке и будет, и также то, как на активности наших пользователей. Вот, активности наших пользователей мы думали про DynamoDB, вот, потому что она относительно дешевая, вот, и, соответственно, более-менее легко шардируется по регионам.
Да, то есть если мы захотим, вдруг нам будет маловато какого-то одного региона или нескольких, то мы можем прям расшардироваться до самого не хочу. Вот. И оно, в принципе, еще в нормальной цене при условии, как там, Серега, называется этот, есть on demand, а есть что-то там. Но on demand, по-моему, дешевле всего она. Ну, да, зависит от объемов. Если до миллиона запросов, на самом деле on demand, он там будет вообще копейки стоить. Да, поэтому мы решили, что вот так у нас будет. Несмотря на то, что с ней не очень удобно работать, но бог с ним. Вот. Пятый, ну и да, где мы храним все наши секреты, мы можем хранить в Certificate Manager в Амазоне. Соответственно, нам в этом помогает бэк, который у нас на лямбде. То есть нигде никто ничего не видит, не слышит, все везде, как говорится, незаметно идет коммуникация. Так, дальше. Шестая штука, необходимо выбрать 100 победителей. Соответственно, здесь немножко было непонятно, эталонная модель кроссовка, которую мы выбираем, она известна до или после как бы компании, да. Соответственно, если она уже после известна со всеми признаками, атрибутами модели правильными, да, соответственно, мы как в каком-либо виде запускается джоба или хранимка на базе данных. Это первое. Если модель известна до самой маркетинговой кампании, то, в принципе, в реал-тайме мы просто можем подсчитывать скоры каждого дизайна кастомного, да, и, соответственно, пользователям накидывать эти скоры, ну и потом очень легко, в общем-то, выбрать первых там 100, либо рандомно 100, там не 100, а 1000 победителей. Вот, так. Да, ну и предоставляем купоны, а также email, рассылка и все это остальное мы колбасим, да, через SendGrid от Twilio, либо Amazon Simple Email Service. Тоже можно посчитать, что дешевле, но, по-моему, это два таких нормальных сервиса, которые, в общем-то, делают свою работу и делают свою работу достаточно недорого. Так, 8-я тема, да, CI/CD, ну, да, здесь у нас... В принципе, тоже можно сделать на AWS Code Pipeline, можно хостить сорсы прямо на AWS, можно сделать GitLab свой собственный CI/CD. То есть тут никаких таких особенно проблем нет. И у нас очень деплоймент легенький, потому что у нас лямбды раскатил и все. То есть это, ну, не знаю, что может быть еще легче. Так, и сейчас на другую страницу перейду. Да, вот, соответственно, 9-й пункт – это лендинг-страница сделана на английском языке. Как мы будем локализироваться? Просто делаем файлы локализации для лендинга, либо для всей приложухи, и оно прямо все внутри. То есть концепция такова, что приложение, оно, да, доступно и предлагает выбрать язык относительно geo-IP, но оно полностью функционально. Если, например, американец прилетел, там, не знаю, куда-то в Европу, да, то я, находясь в Европе, меня кинет на европейский регион, но я смогу там включить английский язык и работать в комфортное для меня как бы приложение. Вот. Ну и 10-й пункт – это аналитика, AWS Kinesis. Честно говоря, я с ней не работал, не знаю, как она там что, но, говорят, классная штука, по цене не знаю. Вот. Так, господа команда, что я забыл? Я что-нибудь забыл? Да, вроде все сказал. Да, то есть, в принципе, исходя из этого всего... Микрофон отвалился, Антон. Я тебя не слышу, Антон. Алло? Да, меня слышно? Сейчас Да, то есть у нас используется минимум стандартных там каких-то амазоновских сервисов, да, в общем-то, и я думаю, что это будет одно из таких недорогих решений на Амазоне. Ну, соответственно, понятно, мониторим билл и все такое. Вот. Все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо большое. Большое спасибо. И это была наша последняя команда Procrastination as a Service. Да. Большое спасибо. Так, друзья, все команды выступили. Теперь нашим судьям нужно решить, кто из них достоин победы. Поэтому мы, наверное, вынесем судей в отдельную комнату, чтобы судьи смогли посовещаться. Это будет... Сколько нам нужно? 5-10 минут? 5-10 минут, я думаю. А пока судьи совещаются, в нашем чате MGC Talks проходит зрительское голосование, какая же из команд победила. Победившая команда получит сертификаты на Litres. Сейчас сброшу ссылку на чат,
и вы можете выбрать вашу любимую команду. Да, ребята, вы можете озвучивать, точнее писать в чат свои вопросы командам после презентаций. Наиболее интересные мы озвучим и дадим шанс командам ответить. А пока голосуем в нашем чате. Самое было интересное, когда мы обнаружили, что один чат случайно удалили. Это было интересно. Так, я уже вижу ссылку, я тоже проголосую. Не скажу, за В кого. каком чате ссылка? Сейчас сброшу. В общий чатик ссылочку. Да, мы тоже хотим сами за себя проголосовать. Шутка. В чате есть голосование. Мы его озвучим до судейства основного, чтобы не повлиять на вас. А сейчас мы разыграем еще один приз. Мы разыграем вот такую майку среди наших подписчиков Instagram. У нас было, сейчас посмотрим, сколько было репостов. У нас было 3 репоста. И мы сейчас разыграем среди них эту майку. Коллеги, подскажите, виден мой экран? Друзья, Итак. пока мы разыгрываем, обязательно пишите ваши вопросы командам в чат на YouTube. Итак, у нас есть 3 участника. Синица Дмитрий, Марк Леодамус и Вектор. Сейчас мы узнаем, кто же будет. От 1 до 3 сгенерировать. И это число 1. Число 1 — это Синица Дмитрий. Синица Дмитрий, мы тебя поздравляем. Пожалуйста, свяжись с нами в Instagram, и мы обсудим, как тебе передать эту майку. Поздравляю. Ну что, а теперь давай выберем лучшее решение в комментариях. Что же больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось решение LP-генератор и 1С. Наверное, очень от того, что в начале моей карьеры я имел опыт работы с этими штуками. Они там не совсем про Java, но тем не менее про стартап. Вот. И мне оно понравилось. Заодно и будут популяризироваться сервисы в Штатах, на стартапах. Великолепно. Я понял, я понял. Получается, кто у нас этот комментарий оставлял? Этот комментарий оставил I would ask. И мне подсказывают наши коллеги, что мы можем разыграть еще одну майку. Ну, раз можно разыграть еще одну майку, у меня есть 2 победитель. Мне очень понравился комментарий про графовую базу данных. Почему мне понравился? Потому что я сам про это даже не думал. То есть человек предложил использовать графы для поиска вот этих вот 1000 человек, которые получат купоны. Это очень прям необычное решение. Сейчас мы найдем, кто это сделал. Так. Это сделал Александр Корягин. Александр Корягин и I would ask. Пожалуйста, тоже свяжитесь с нами в Instagram. Мы обсудим с вами, как вам передать ваш приз. Так, я вижу, что у нас уже начали писать вопросы командам. И вопрос команде PaaS, то есть Procrastination as a Service. Что за тул такой? Ребята, каким тулом вы пользовались для презентации? Ребята, connection отваливался. Вы там всех распределили по комнатам, да, опять? Судьи должны были уйти в комнаты на обсуждение минут на 5-10. Ага. Вот а мы сейчас пообщаемся со зрителями. Окей, тогда меня, пожалуйста, директните в первую команду. А мы можем объединить все команды, кроме судей, в одну общую комнату, чтобы ребята слышали нас? Мы сейчас решаем небольшие технические проблемы. То есть мы уже отправили судей в отдельную комнату для совещаний и хотим, чтобы участники присоединились к нам. Да, нет, мы тут. Задавали им вопросы. Вот же ж, блин. Верните меня к судьям. Судьи, как вам? Мне тоже. Понравилось? Будешь инсайдером? Хочешь быть Ну инсайдером? да, нам понравилось. Нам понравилось.
Я думаю, нам еще дадут слово финальное, мы расскажем, что нам Да, понравилось. каждому судье мы обязательно дадим слово, потому что все команды ждут фидбэка. Одно слово или можно даже речь сказать будет Можно судьям? даже речь сказать, да. А можно нас вернуть все-таки в комнату? Мы бы там посовещались как-то, Сейчас поговорили, что ли. Сейчас все будет, у нас небольшие трудности, сейчас все сделаем. Вытерли пот, это так напряженно все было как-то, знаете, час. Еще знаете, такой есть у нас вопрос. Вот у нас было 10 проблем. Да. Теперь проблем нету. Все. От человека нет проблем. Именно так. Так, подскажите, пожалуйста, то есть участники сейчас остались с нами в комнате, а судьи ушли, да? Прекрасно. Ребята из команд, скажите что-нибудь, чтобы я вас слышал. Классная задачка. Спасибо, слышу вас. Мы тут, но не все. Вот времени мало. Когда продажи начнем? На проработку детальную инженерную нужно, в общем-то, даже больше, если хочется, чем на архитектурную. А можно вопрос по условию? Вот, ну, просто интересно. Да. С точки зрения составителей программы, все-таки эталонный кроссовок для каждого из раундов предполагался в конце или в начале? Его наличие. Эталонный кроссовок? Не совсем. Ну, эталонный кроссовок — это то, с чем сравнивают для того, чтобы определить 1000 победивших. То есть смотри, может быть, там не очень понятно было. Компания на момент вот старта лендинга, она не знала, что из себя представляет эталонный кроссовок. То есть у них была 3D-модель и куча опций, что из себя представляет эталонный кроссовок. И они позволили людям со всего мира собрать вот этот вот эталонный кроссовок, и на основании того, какая там модель больше всего собрала в голосовании, то и есть эталонный кроссовок. То есть по аналитике как раз-таки считался эталонный кроссовок. То есть брались все пользователи, все загруженные варианты раскраски, а потом кем-то он просматривался и типа выбиралось, да, вот такой кроссовок мы хотим. Да. А вот под этим кроссовком подразумевалось прям вот free моделирование или просто выбор из нескольких опций по каждой части его? Это именно выбор из нескольких опций. Там я говорю, что там несколько опций подошвы, несколько опций подъема, несколько опций цветов. Ну, вообще 3D-моделирование вне скопа задачи, это оговаривалось. Не, ну мы так и рассчитывали, что это можно сохранить в той же базе данных какие-то варианты для каждой части, и потом уже их сравнивать между собой, там они сравнивать прям 3D-модели. Ну, тут просто смотрите, какая фишка. Если мы говорим про кроссовки, да, и если дать возможность менять вообще все, что угодно, то кроссовок может просто оказаться таким, что его просто одеть нельзя банально. Это хорошее замечание, но смотри, над кроссовком там работали дизайнеры команды, которые разбираются в обуви, и наверняка вариантов там было не миллион, я про это и говорю, что 20-30. поэтому и мы выбираем из опций, а не говорим, сделайте вот так вот. Да. Ребята, у нас тут есть к вам вопросы из чата. Так, сейчас зачитаю. Вопрос к команде номер 2. Не кажется ли вам, что ваше решение является громоздкими и при возникновении каких-то проблем, как вы будете их решать? Так была задача, наоборот, сделать классное решение, которое будет в будущем масштабируемым. И то есть нужно было показать какие-то супер такие возможности самой системы. Тут не стояла задача сделать наиболее простую и дешевую систему. Вот и все. Окей. Дорогие друзья, у нас уже заканчивается время на судейство, и перед тем, как мы озвучим решение нашей судейской коллегии, мы определим, какая же команда победила по версии зрителей. И на данный момент у нас победила команда Procrastination as a Service. Она набрала 39% ваших голосов. Итак, 4-я команда Procrastination as a Service. Я вас поздравляю. Вы получили приз зрительских симпатий и получите от нас сертификаты на Litres. После ката мы вам их обязательно вышлем. Али, супер. Поздравляем. Поздравляем. Ребята, похлопаем, давайте не будем завидовать. Поаплодируем нашим. Заработали. Мы прокрастинировали как могли. Прокрастинировали как могли, да, это точно. Так у них же даже диаграммки не было. Да, диаграммки не было.
Простите, ребята, за это, да. Ребята, такое случается. Не хватило времени. Бывает. Такое бывает. Ну что ж, время на судейство у нас выходит. Давайте возвращать судей в нашу основную комнату и послушаем, что же скажут наши судьи. Что ж, вы нас кидаете. А скажите, что мы будем каждый выдавать оценки, да? Каждый по оценочке, вы посчитаете и скажете победителя. Потому что мы не пришли к единому мнению. Хороший вопрос. Можно сделать и так, если у вас там не сойдется, что у всех одинаковые оценки в конце. Давайте действительно каждый назовет, кого он считает на первом месте, и у кого будет больше баллов, и почему, да, на первом месте, и у кого будет больше баллов, тот и победил. Ну, давай попробуем. Окей. Тогда можно начинать? Или как? Да. Тогда, наверное, я начну, поскольку я самый немногословный, самый неопытный из всех здесь. Я все места, наверное, объявлять не буду, только скажу, что за первое место у меня две команды боролись. Это Potatoes Cookies и Procrastination as a Service. У первых была большая... Первые выполнили все, что нужно было, в том числе презентацию. Последние все-таки презентацию не сделали, хотя подача классная. Поэтому за оформление, за исполнение я первое место отдаю Potatoes Cookies. Второе место Procrastination as a Service. Вот. На третьем месте у меня расположились ребята из Томата и ребята из Zero Latency. Спасибо большое за участие, вы тоже крутые. Окей, большое спасибо. Кто следующий? Ну, давайте я тоже выскажусь. Значит, все как бы решения были с технической точки зрения, меня удовлетворили. И с позиции именно технических моментов очень сложно выделить кого-то, кто лучше, кто хуже, потому что действительно формат достаточно такой быстрый, и там нюансы надо рассматривать, и можно очень много обсуждать, кто лучше сделал. Вот. Поэтому с технической точки зрения справились абсолютно все, это неудивительно. А вот остальные моменты, которые были озвучены, это презентация, это деплоймент диаграмма, это вопросы, почему ваше решение лучше, да, то есть структура ответа, которая предполагалась, естественно, это Potatoes сделали все просто как положено. Это раз. Значит, у них также, мне понравилось, были очень четко проведены на диаграммах архитектурные границы, то есть было понятно, что куда идет, что с чем взаимодействует, какие связи, какое зацепление возникает. Тоже мне это очень понравилось. И мне понравилось, что они сделали не одну, как предполагалось, а две диаграммы. Я очень люблю диаграммы, поэтому первое место я бы отдал Potatoes. А второе место я согласен с Лексом, это прокрастинация. Потому что очень технически грамотно и емко, и если бы критерием было только техническая грамотность и только изложение, очень емко, понятно, то есть это решение, которое я, в общем-то, понял даже без картинок, да, то есть очень хорошо изложили. Ну, на это ушло время. Да, единственное, что ушли от формата, который предполагался в кате. Поэтому второе место им, а третье место я бы разделил, это... Если можно, это две команды, Zero Latency и Tomato. И те ребята сделали, на мой взгляд, хорошо. У Tomato мне понравилось, что у них был некий такой вектор развития предложен, то есть о том, что не только кроссовками могут заниматься компании, и, возможно, будут требования, связанные с внедрением других продуктов. У Zero Latency мне понравилось, что они все-таки разрисовали хорошо диаграмму, она достаточно была выразительная. Единственное, что им не хватило времени, на мой взгляд, немножко ее лучше оформить. Поэтому третье место я бы разделил между двумя этими командами. Окей, спасибо. Мы записали. Давайте я тогда продолжу. Я, когда слушал презентации наших команд, ставил такие очки либо плюсики по категориям. То есть было всего 3 категории. Детализация, как мы говорили, это насколько детально диаграмма deployment была прорисована. Второе – это сама презентация, ее наличие или в целом presentation skill, как это у нас было подано. Вот. Ну и третье – это coverage. Я согласен с судьями, которые говорили до меня по поводу coverage и технического решения. В принципе, команды дали
очень рядышком с точки зрения качества решения, поэтому основное различие, я бы сказал, были в уровне детализации и в непосредственно презентации. И по результатам. Я посмотрел по количеству плюсиков либо очков на моих скриншотах набрала больше всего Potato Cookers. По второму месту у меня 2 команды заняла Procrastination Service и, сейчас скажу, и Tomato. Вот. И, собственно говоря, на 3-м месте у меня был Zero Latency. Вот. Хотел бы отдельно отметить самый стильный скриншот от Procrastination Service. Смотрится прям черное на белом, красиво. Вот. В целом, по поводу технического решения, я тоже согласен вот, с тем, что нам сказал Сойер. Детально было очень разрисованы диаграммы, и мне понравилось у команд, сейчас еще раз напомню, как название, у Tomato и Potato Cookers. Возможно, вас что-то объединяет с точки зрения названия Tomato, Potato. Вот. Но детализация у вас была, скажем, на достаточно высоком уровне, поэтому спасибо, было приятно смотреть. По поводу coverage, еще раз говорю, все команды большие молодцы, и presentation скиллы тоже. Вот в некоторых моментах было очень видно, насколько командная работа была. То есть, как мы видели, кто-то у нас делал защиту, скажем, один человек презентовал. В некоторых случаях была прям командная работа по каким-то частям. Была разбита презентация, и на самом деле это одно из самых сложных. Вот мы, когда команды готовились, мы обсуждали между собой, что сложнее всего, и пришли к выводу, что одно из самых сложных было это командная работа, и поэтому я считаю, что все-таки всем командам как минимум это удалось. Наладить командную работу и покрыть все требования. Поэтому спасибо. Вот такое, спасибо, Сергей. Такой outcome. Спасибо, Сергей. И Игорь Блинов. Так-то уже много сказали. Я тут, наверное, уже, если что-то вот говорить детально, то я, наверное, уже буду просто повторяться. Поэтому, в общем-то, чтобы нас не утомлять информацией, скажу так, что на первое место я поставил 2 команды, те же самые Potato и Procrastination. Ну, условно говоря, 2 или уже 3 тогда команда номер 1, Zero. И на 3 или 4 это уже Tomato. Спасибо. Спасибо, Игорь. Так, я тут быстро уже посчитал, что получилось по итогу. Получилось по итогу, что у нас побеждает команда Potatoes, Project Potatoes and Cookers. Поздравляю вас, ребята, вы победили по мнению судей. Практически единогласно. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Друзья, вы получаете также сертификаты на Litres и получаете вдобавок еще и байки с нашим мерчом. Инженерные каты. Как раз Стоит к зиме. для русскоязычных пользователей из России, точнее, что это толстовки, а не байки. Спасибо, Алекс, чтобы разъяснил. Окей, хорошо. Кому-то толстовки, кому-то байки. Ну что ж, я так понимаю, что мы можем заканчивать наш ивент. Обязательно оставляйте комментарии, пишите свои решения. Если хотите стать участником, пишите нам обязательно. Не забывайте подписываться на наш канал и ставьте лайки. А пока я хочу выразить благодарность нашим судьям. Подписывайтесь на их инстаграм, подписывайтесь на их каналы обязательно, следите за ними. И хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто помогал нам готовить эту кату. Это команда каскадеров Standdust. Самый лучший видеооператор Булат Ягудин. Наш звукорежиссер Александр Кизенков. Комьюнити-специалист Настя Новик. Драйверам Марьяне Петрове, Леше Конохову, Игорю Рубановичу. И нашему дизайнеру Александру Анне Александровец. Также благодарность нашим видеооператорам Марку Шубареву и Саше Кононовичу. Друзья, огромное вам спасибо в помощь при подготовке к кате. Ну что ж, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш инстаграм. Все ссылки в описании.
и до новых встреч. Спасибо большое, что Ребята, были этим запись вечером будет. с нами. Это был инженерный кат на MJC. Увидимся. Пока. Ребята, а когда в следующий раз? Подождите. Стойте. Подождите, у меня тоже есть вопрос. Когда в следующий раз? Да. Мы тоже хотим еще. Когда еще можно байки выиграть? Да Я не думаю, ладно, в следующем это году мы дело организуем что-то подобное. Запись когда будет? А у меня вопрос, а можно как-то вот как в прошлый раз было, то есть продолжение, когда архитекторы что-то рассказывали. Вот мы бы показали диаграмму, и архитекторы, то есть вот суперэксперты сказали бы, вот мы бы вот здесь добавили вот это, потому что вот глядя ту конфигурацию, которую вы предложили, вот здесь как нужен вот такой-то кубик, а вот здесь лучше вот так вот сделать. Это был бы... Я думаю, грандиозный вполне можем плюс. это сделать, попросить архитекторов разобрать именно ваше решение, а не придумать свое. Все верно? Ну, хотя бы, да. Окей, учтем, Спасибо. сделаем. Да. Ну что, теперь всем пока. Прощаемся второй раз. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Пока. Спасибо. Пока. Пока.